Ковбой на лошади перемещается по пустыне, видит овраг и кричит: «Я ковбой, я перепрыгну!» И перепрыгивает, скачет дальше, а там еще больше овраг. «Я ковбой, я перепрыгну!» Перепрыгивает, продолжает скакать, а перед ним просто огромный каньон. «Я ковбой, я перепрыгну!» Лошадь останавливается прямо перед самым обрывом и говорит: «Слышь, ты ковбой, ты и прыгай!» Приехал русский бизнесмен в Китай, весь из себя такой крутой, считает себя лучшим в любовных делах, ну и так далее. Приезжает, значит, в мотель и решает нанять гейшу. Та всю ночь кричала ему: «Митсубиши, Митсубиши!» Ну, он и подумал: я настолько крут, что даже гейша мною восхищается. Завтра на встрече блесну своими знаниями и тоже восхищусь по-китайски. На следующий день после встречи глав крупных компаний, компаньоны решают пойти поиграть в гольф. После того, как китаец забивает, русский хлопает в ладоши и кричит: «Митсубиши, Митсубиши!» Китаец поворачивается. «Что значит «не в ту дырку»?» Цыганка гадает мужчине: «Вижу, золотой мой, в будущем шикарную виллу с бассейном, в котором плавает красивая блондинка, крутой Мерседес во дворе и тебя там вижу». За рулем Мерседеса? Нет, ты находишься недалеко от автомобиля, у забора, с той стороны, в дырку подглядываешь. Три кота, белый, черный и рыжий, спорят, кто из них самый ленивый. «Конечно я», — говорит белый кот. «Хозяин поймает в мышеловку мышь, принесет, а мне лень встать и съесть ее». «Это что?» — говорит черный кот. «Вот мне хозяин колбасы изжарит, возле носа положит, очень вкусно пахнет, а мне лень рот открыть и откусить». «А вы вчера крики слышали?» – спрашивает рыжий кот. «Да, слышали. Это я сел на свои яйца, и лень было встать». Однажды к поручику подошел корнет со своим вечным вопросом: «Поручик, у вас такой успех у женщин, а вот на меня они никакого внимания не обращают. Как это вы так?» «Все очень просто. Подходишь к даме и говоришь: «Мадам, нельзя ли вам впердолить?» «Но, поручик, так ведь можно и пощечину получить». «Можно, но можно и впердолить». Идут пограничники по следу нарушителя. Вдруг человеческие следы закончились и пошли коровьи. Все ясно. След запутать хочет. Бегут по коровьям. Вылетают на поляну. Смотрят, пасется стадо коров и сидит пастух. Подбегают к нему. «Дед, ты можешь сказать, какая корова чужая?» «Да запросто. Вон та. Вторая справа». «А как ты ее отличил от других?» «Да очень просто. Подходит она ко мне и спрашивает: «Дед, как пройти на железнодорожную станцию?» Тут я и смекнул. Наши-то коровы знают, где железнодорожная станция. Профессор студентам: «Если среди вас есть хоть один тупица, встаньте». После небольшой паузы в конце зала поднимается рослый парень. «Так, значит, вы считаете себя тупицей?» – заинтересованно спрашивает профессор. «Нет, просто мне стало обидно, что вы стоите там один». Собрались первобытные люди на охоту, пришли, увидели толпу мамонтов и растерялись. Тогда один говорит: «Ну, чё припухли? Ща выскакиваем с воплями, отбиваем одного мамонта от стада и мочим. Вперед!» Так появились командиры. Выскочили, отбили мамонта, а он смылся в лес. Стоят все, не знают, что делать. Тогда один говорит: «Давайте окружим лес и будем сходиться к середине. Тут и мамонта найдем». Так появились начальники штабов. Окружили, сошлись, нашли мамонта, а подойти боятся. Совсем озверел, мечется во все стороны. Тогда один выскакивает и бросает копье прямо мамонту в глаз. Так появились снайперы. Притащили тушу в пещеру и попадали спать. Утром просыпаются, мамонта нет. Так появились прапорщики. Пришли как-то мужики в баню, помылись, вышли в предбанник, приняли на грудь и ни в одном глазу. Пошли попарились в парной, вышли в предбанник, опять приняли и ни в одном глазу. Пошли опять попарились, в бассейн окунулись, вышли в предбанник и еще приняли. И снова ни в одном глазу. Тут у них и запасы кончились. «Слышь, мужики, тут Петька недалеко живет, у него всегда самогонка есть, айда к нему». И пошли к Петьке. А Петька сидит у себя на кухне, первач в банку набрал и только собрался отведать. Тут звонок в дверь. Он открывает. «О, привет, ребята. А я как раз думаю, с кем бы выпить. Молодцы, прямо из бани и ко мне». Мужики удивляются. «Откуда ты знаешь, что мы из бани?» «Ну как же, голые, с вениками и притом ни в одном глазу».
Русский, немец и американец попали к людоедам. «Мы дадим вам задание», – говорит вождь. «Если выполните, то мы вас не съедим. Сначала идите в джунгли и принесите 10 штук одного плода». Первым приходит немец и приносит 10 яблок. «Теперь ты должен засунуть это все в задницу, без эмоций на лице». Немец смог засунуть только 4 яблока, и его съели. Вторым приходит русский с 10 черниками. Выслушав вождя, он понял, что это не проблема, и начал засовывать. Тут на 9-й чернике он начал безумно смеяться, и его съели. Встречаются русский и немец на том свете. «Что с тобой случилось? Чего ты начал смеяться?» «Да все было нормально, пока я не увидел довольного америкоса, несущего 10 ананасов». Плывут два крокодила, смотрят, обезьяна сидит на дереве и договариваются. «А давай спросим обезьяну, замужем она или нет. Если замужем, то спросим, кто ее такую уродину взял. Ну а если не замужем, то кто ее такую уродину возьмет?» Подплывают к ней ближе и спрашивают: «Обезьяна, ты замужем?» А она им в ответ: «Да за кого же здесь выходить, когда кругом одни крокодилы?» Приходит Чебурашка в магазин и говорит: «У вас пеписины есть?» «Не пеписины, а апельсины, говори правильно». На следующий день Чебурашка снова приходит в магазин и спрашивает: «У вас пеписины есть?» «Если ты еще хоть раз скажешь пеписины, я тебя за уши к прилавку прибью». На третий день Чебурашка приходит и спрашивает: «У вас гвозди и молоток есть?» «Нет у нас ни молотка, ни гвоздей», отвечает продавец. «А пеписины есть?» Военные едут на рыбалку. Подходит лейтенант к генералу. «Товарищ генерал, сколько берем водки?» 7 ящиков. «Да вы что, в прошлый раз взяли 7 ящиков, не могли дорогу до автобуса найти?» «Ну, тогда 5 ящиков». «Вы что, в позапрошлый раз взяли 5 ящиков, удочки все забыли?» «Короче, берем 10 ящиков. Удочки не брать, из автобуса не выходить». Митяй тарабанит в хлеву жену соседа. Вдруг в хлев с ведром заходит его жена и слышит: «Митя, пора заканчивать». Подбегает жена, хватает соседку за волосы и кричит: «Светка, гадость вшивая, моего Митеньку решила очаровать». Тут Митяй говорит: «Ну ты чего, Любань, помню, мне еще дед твой говорил, нужно иметь сметку, любить жену и не забывать соседку». Из хлева, помимо Любки, больше никто не вышел. Стоит раздетый грузин перед зеркалом и рассматривает себя. Тут внезапно начал подниматься агрегат. Грузин, опуская руки вниз: «Вах, тихо, тихо, свои!» Вышел ежик из тумана, выпил водки полстакана, вынул ножик, колбасу, хорошо в родном лесу. Тихо песню затянул, а не сбывшимся всплакнул, посмотрел в пустой стакан и опять ушел в туман. Уходит на пенсию дальнобойщик, и друзья ему дарят кабину от КамАЗа. Через год приезжают в гости, он счастлив, жена сияет. У нее спрашивают: «Ну как?» «Спасибо за подарок. За всю жизнь такого удовольствия, как в кабине, никогда не получала. Только одно плохо. Каждое утро открывается дверь со словами: «Пошла нахрен отсюда». В маршрутку заходит молодая девчонка. Сесть некуда. Тут ей паренек предлагает, шутя, мол, садитесь ко мне на колени. Ну, девчонка, недолго думая, села. Паренек покраснел, задергался. И она ему говорит: «Что это у тебя в штанах давит мне в попу?» Паренек, долго не думая: «Зажигалка». Тут резко в беседу встревает старичок и говорит: «Пересаживайтесь ко мне, я уже давно не курю». Пришел Чебурашка в магазин и спрашивает: «Изюм есть?» «Нет». «А булка с изюмом?» «Есть». «Тогда наковыряйте мне, пожалуйста, 100 граммов изюма». Ему наковыряли 100 граммов. «А булка сегодняшняя?» «Нет, вчерашняя». «Тогда вколупайте обратно». Армянин выпустил из бутылки джина. Джин на радостях пообещал, что исполнит любое одно его желание. Армянин говорит: «Хочу видеть, как моя мама дарит моей дочери бриллиантовое колье стоимостью в $1 миллион, купленное с ее месячной пенсии, сидя в моем Мерседесе, припаркованном у моей виллы на берегу Средиземного моря». Джин: «Мда, евреям есть чему поучиться».
Вышел новый закон, чтобы все вахтовики разыскали и усыновили своих незаконных детей, которых они зачали на своих вахтах. Но мужик подходит к жене и говорит, что делать, я же вахтовик, отлюбил пару девок по молодости. Жена отвечает, езжай, собирай своих детей. Да у нас и так 6 детей, куда еще этих? Езжай, дурак, а то посадят. Уехал мужик, приезжает через несколько дней домой, привез 5 детей и говорит, давай, веди наших 6 детей, знакомить будем. Так нет никого, всех разобрали. Хороши кинофильмы тем, что там за 1,5 часа экранного времени герои успевают не только познакомиться, переспать и разойтись, но и повторяют то же самое с другими героями. В жизни такое сделать можно только на корпоративе. Урок идет уже 15 минут. Вдруг в класс врывается взъерошенный Вовочка и, не спрося разрешения, бежит к своему месту. Марья Ивановна возмущенно. «Вовочка, ну-ка выйди из класса и зайди так, как заходит твой папа». Вовочка вышел. Вдруг дверь от пинка слетает с петель, Вовка заходит в класс со страшным ревом. «Что, дармоеды, не ждали, а я пришел». Мужчина приходит в магазин подарков. «Дайте мне, пожалуйста, вон ту красную задницу». Продавец. «Ну что вы, мужчина, какая это задница? Это же сердце». «Какое же это сердце? Я 20 лет кардиологом работаю. Как выглядит сердце, я знаю. Дайте мне, пожалуйста, ту красную задницу». Экзамен. Препод. Итак, начнем. Кто знает на 5? Поднимается несколько несмелых рук. Препод берет у них зачетки и ставит отлично. Ну а кто знает на 4? Рук уже больше. Довольные студенты получают хорошо и уходят. То же самое с троечниками. В результате в аудитории остается несколько студентов, рвущих на себе волосы за нерешительность. А, вы, значит, знаете на 2. Значит, хотите на пересдачу. Ну что ж, пересдача. Кто знает на 5, поднимите руки. Рабинович предстал перед судом за торговлю поддельным вином. Не полагаясь на адвокатов, он защищает себя сам. «Ваша честь, вы что-нибудь понимаете в химии?» «Нет, я юрист». «Господин эксперт, вы разбираетесь в законах?» «Нет, я химик». «Ваша честь, чего же вы хотите от бедного еврея? Чтобы я разбирался и в том, и в другом?» Девушка звонит приятелю. «Сережа, привет. Подскажи, как мне парня помягче отвадить? А то вроде бы все нормально, но надоел. А просто так послать как-то неудобно». «Ну, во-первых, скажи ему, что хочешь выйти за него замуж. Во-вторых, что хочешь от него детей. Причем не просто в отдаленной перспективе, а прямо конкретно уже пора. В-третьих, вам с ним уже пора начать жить вместе, а не каждый живет со своими родителями. В-четвертых, он должен найти себе новую работу, так как ему скоро придется платить за жилье и содержать вас с детьми, пока ты будешь в декрете. Плюс надо уже сейчас копить на машину, чтобы ты могла потом детей в школу возить». «Серега, а что в этом всем такого-то?» «Да нет, ничего, но со мной всегда срабатывало». Пошли Винни-Пух и Пятачок за медом с 2 воздушными шариками. Когда они подошли к дереву, где были пчелы, Винни-Пух стал рассуждать. «Если я возьму зеленый шарик, пчелы подумают, что я из общества зеленых и не станут меня кусать. А если я возьму голубой шарик? Нет, лучше я возьму зеленый». В бутик приходит женщина лет 30, молодая, ухоженная, уверенная в себе. За ней плетется лысоватый, неспортивный человек лет 50 с золотыми часами на руке. Обручальные кольца у них одинаковые, значит муж. Выражение лица, как и должно быть у мужика в магазине женской одежды, мягко выражаясь, тоскующее. Женщина выбирает самое дорогое платье, долго примеряет его и постепенно начинает стонать от удовольствия. Муж быстро устает от стонов и покупает это платье, тихо присвистнув от цены. $3000. Они уходят. На следующий день эта женщина приходит совершенно другим мужчиной. Молодым, спортивным, отлично одетым. Тоже, кстати, с обручальным кольцом, но с другим. Любовник, значит. Женщина берет точно такое же платье, что она купила вчера, и начинает его опять мерить. Продавцы – дисциплинированные люди, вида не подают. Мужчина начинает раскошеливаться и отваливает 3 штуки. Женщина, преисполненная благодарности, целует его в губы.
И они уходят. На третий день эта женщина снова приходит в бутик. Одна. И сдает одно из двух платьев. Получает $3000 на руки и уходит. Мораль. Муж уверен, что платье купил он, любовник убежден, что платье купил тоже он, а у женщины на руках 3 штуки баксов и шикарное платье. Старшина обходит строй новобранцев. Так, у тебя какое образование? 7 классов? Хорошо. А у тебя? МГУ. Чего мычишь? Читать-то хоть умеешь? 3 генерала сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сидели как-то и обсуждали, чьи солдаты отважнее. Сухопутный генерал, увидев проходящего мимо солдата, и приказал тому встать перед надвигающимся танком. «Есть!» – сказал тот, и танк превратил его в лепешку. Да, согласились оба других генерала, это было отважно. Морской генерал, желая не отстать, тут же приказал своему мичману поймать летящий якорь. «Есть!» – сказал мичман и замертво ушел с якорем под воду. Да, согласились оба других генерала, это было отважно. Воздушный генерал тогда во весь голос приказал одному из пилотов поймать садящийся МиГ-27. «Да пошел ты нафиг!» – ответил ему пилот, и оба других генерала воскликнули: «Ого, ну вот это и правда храбрый солдат!» Отоларинтолог с гинекологом пили всю ночь, а под утро нужно на работу. У Лора никого, а у гинеколога полно пациенток. Гинеколог просит Лора: «Слушай, помоги, быстрее освободимся и продолжим банкет». Лор говорит: «Ты чего, я ж ничего не умею». «Да чего там уметь, ты только смотри туда и записывай». На то мы порешили. Заходит к Лору первая тетка, залезает на кресло. Лор смотрит туда, смотрит и говорит: «Скажите «а». Тетка говорит: «А, мадам, это я не вам». И что-то записал в свою тетрадочку. Опять смотрит, смотрит и говорит: «Скажите «б». Тетка говорит: «Б». «Мадам, это я не вам», – говорит Лор и опять записал свою тетрадочку. Тут баба шмотки под мышку и бежать. Лор подождал, никто больше не заходит. Он выглянул в коридор, там никого, и только уборщица полы трет. Он ей: «Тёть Мань, тут баб немерено было, куда же они все подевались?» «А, милок, тут одна из твоего кабинета как выскочила и кричит: «Бабы, спасайтесь! Тут новый доктор нашу промежность разговаривать учит, а наш такого понарассказывать может». Учительница на уроке спрашивает: «Дети, расскажите, кем работают ваши папы?» «Петечка, у меня папа работает в банке. У него очень много важных знакомых, даже президент. Вася, а у меня папа работает в строительной фирме. Он спроектировал много красивых зданий. Вовочка, а у меня папа танцует стриптиз в клубе». Учительница, смутившись, прекратила опрос. А на перемене отвела Вовочку в сторону и тихонько спрашивает: «Вовочка, у тебя правда отец работает там, где ты сказал?» «Марья Ивановна, но не мог же я перед всем классом признаться, что мой папа тренер сборной России по футболу». Живет семья. Отец, мать и взрослый сын. У отца рост 1,50 м, у матери 1,30 м, а у сына 1,10 м. Приходит сын к матери и говорит: «Мам, я жениться решил. Ты как, не против?» «Сынок, я тебя не спрашиваю, кто она такая, кто родители. Ты мне скажи, рост у нее какой?» «Ну, рост небольшой, 1 примерно». «Я против». «А что такое?» «А ничего, мы так до мышей дочпокаемся». Перед прыжком с парашютом инструктор напутствует курсантов: «Чтобы не совместить 2 прыжка в одном, точно выполняйте мои указания». «А как можно совместить 2 прыжка?» – спрашивает один из курсантов. «Очень просто. Первый и последний». Жена с мужем легли спать. Рядом в кроватке Вовочка. Прошло немного времени. «Обними меня, дорогая», – говорит муж. «Подожди, пока сын заснет». Проходит еще немного времени. «Дорогая, обними меня». «Да подожди же, вот сын уснет». Муж, обидевшись, пошел на кухню, чтобы выпить бокал шампанского. Открывает бутылку. Раздается хлопок. Часть шампанского проливается. Спросонья мужик поскальзывается и грохается на пол. Вовочка вскакивает с постели и кричит матери: «Что, доигралась? Батя, наверное, застрелился».
Главбух опаздывает с обеденного перерыва, а тут, как закон подлости, шеф на мобильный звонит. «Сидорова, что-то я не понял, а ты где?» «Я на месте, Геннадий Николаевич, в туалет выходила». Шеф смотрит в окно и кричит ей: «Сидорова, я не понял, а что это ты из туалета в 2 пакетах в офис тащишь?» Девушка, 22 года, ищет работу. «А, так вы замужем, значит, в декрет уйдете. Вы нам не подходите. Через 4 года. А, так у вас ребенок, значит, на больничный будете часто ходить. Еще через 2 года. У вас ребенок уже большой, значит, скоро опять в декрет. Еще через 4 года. Женщина, у вас 2 детей. Какой из вас после этого работник? Вы же с больничного не вылезете. Еще через 4 года. Извините, но нам требуется женщина моложе 35 лет». На приеме у колдуна женщина умоляет: «Верните мужа, к девке молодой сбежал, а детей 3, тяжело мне одной с ними». «Ладно, давай 300 баксов, верну мужа». Через несколько дней женщина снова приходит. На ней лица нет, вся растрепанная, руки дрожат, в глазах ужас. Колдун: «Ну что, вижу я, муж не вернулся». «Вернулся, да только первый, которого я похоронила 10 лет назад». Начало 90-х годов. Начинающий российский предприниматель уезжает в деловую поездку в Америку. Там партнер приглашает его к себе на виллу. Русский удивляется: «Ух ты, вот эта вилла! Такая красотень кругом! Как тебе удалось заработать такие деньги?» «Вон видишь вдалеке жилой дом. Так вот, я собрал с людей, желающих жить в этом месте, в общей сложности $50 миллионов и заключил договор со строительной фирмой, которой пришлось заплатить $40 миллионов, а разница досталась мне». Через год американец приезжает к российскому партнеру, и тот, в свою очередь, приглашает его на свою дачу. Там роскошь такая, какая американцу даже не снилась. Тот, естественно, тоже просит партнера поделиться секретом успеха. Тот отвечает: «Очень просто. Видишь дом вдалеке?» «Нет». Вот в этом-то и весь секрет. Ученые решили проверить, где больше всего матом ругаются. Придумали часы, стрелки которых при произнесении неприличного слова прокручиваются на минуту. Повесили во французском кабаке. За час набежало 15 минут. В Макдональдсе в США стрелки отсчитали 25 минут. В России часы повесили в тюрьме. На утро часов не оказалось на месте. Спрашивают: «Где часы? Мы их здесь в коридоре вчера повесили». «Да выбросили их нахрен, в тюрьме и так холодрыга, а тут еще этот вентилятор». Риэлтор после смерти возносится на небо и спрашивает у апостола Петра: «Конечно же я буду жить в раю, ведь я никого не обманывал, только немного приукрашивал действительность. Для такого замечательного человека у меня есть вариант лучше. Ты будешь жить в уютной, отдельной, очень хорошо отапливаемой студии с видом на рай». Приходит муж домой и видит, что его любимая кошка побрита наголо. Муж спрашивает у жены: «Что с кошкой случилось? Почему она лысая?» «Дорогой, ну ты же сам просил киску побрить». Остановка. Подходит автобус. Интеллигентного вида человек пропускает всех вперед. Сам пытается войти последним, и ему дверью придавливает шею. Автобус трогается. «Блин, писец, стойте, скоты, офигели, оторвете ж нафиг голову». Водитель тормозит. Открывается дверь. Человек входит в салон, поправляет галстук и обращается ко всем: «Извините, был напуган». В качестве эксперимента заселяют 2 острова. На одном оставляют 25 женщин и 1 мужчину, а на другом 25 мужиков и 1 женщину. Проходит некоторое время и приезжают вначале с проверкой на остров, где 1 женщина. Смотрят, все убрано, везде чистенько, пальмочки подвязаны, дорожки песочком посыпаны. Сидит женщина на троне и кричит: «Вова, я тебе каким сказала песочком дорожку посыпать?» «Красным». «А ты каким посыпал?» «Желтым». «Ты каким был по счету в постель?» «5-м. Будешь 25-м». Приезжают на остров, где 25 женщин и 1 мужик. Смотрят, все грязно, пальмы местами повалены, вокруг полный хаос, и сидит мужик на пальме на самой верхушке, а женщины обступили ее и кричат: «Вася, слазь, 5 минут уже прошло». Встречает Вовка на улице соседку и спрашивает: «Светуль, а где муж твой?»
В командировке. Ну, тогда я вечерком к тебе загляну. Ты с ума сошел? Я тебе что, девушка по вызову? Да ты чё? У кого сейчас на таких денег хватит? Бизнесмен приходит в церковь на исповедь. Священник его спрашивает: «В чем твой грех, сын мой?» «Батюшка, я слишком жадный». Жадность – большой грех. Когда ты выйдешь из церкви, ты должен дать $50 первому, кто попадется на твоем пути. Как? $50 первому встречному? Да, сын мой. Если ты хочешь встать на путь исправления, ты должен начать именно с этого. Бизнесмен послушался. Выходит он из церкви, вокруг никого. Идет дальше и видит одиноко стоящую девушку. Туфли на каблуках, короткая юбочка. Он к ней подходит, дает ей купюру в $50 и говорит: «Вот, возьмите». «Нет, это мало. Нужно $100». «Почему 100? Батюшка мне сказал, что нужно дать $50». «Ну так ведь батюшка, наш постоянный клиент». Во-первых, тату делают, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, отличие от других. А во-вторых, потому что сейчас все так делают. Все не так. Курицу, когда маркируют на птицефабрике, не спрашивают ее желания, а у человека есть выбор, считает он себя курицей или нет. Вот для того и нужны татухи, чтобы различать кур от людей. Будь другом, посоветуй мне, на ком жениться? На богатой 40-летней вдове или на молоденькой девушке, бедной, без наследства, но которую я люблю? Разумеется, на девушке, ведь самое главное в мире – это любовь. Кстати, не подскажешь, кто эта вдова и где она живет? Вез как-то рефрижератор партию живых пингвинов для зоопарка, но вдруг заглох. Жара, градусов под 40. Случилось это у гаишного поста. Водила рефрижератора подходит к гаишнику и говорит: «Слушай, командир, помоги, жарко, боюсь, пингвины помрут. Надо бы их в зоопарк как-нибудь». «Придумаем что-нибудь». Гаишник начинает останавливать всех подряд. Придалбывается по мелочам. Ремень не пристегнут, нет огнетушителя и тому подобное. Но штрафы не берет, а просит подкинуть парочку пингвинов до зоопарка. За час отправили почти всех пингвинов. Осталось 2 пингвина. Гаишник тормозит 600-й Мерс, где сидят 2 конкретных бандюка. «Мужики, пожалуйста, отвезите пингвинов в зоопарк». «Нет проблем». Берут пингвинов и уезжают. Проходит 3 часа. Мимо этого поста проезжает тот самый Мерс с теми же бандюками. На заднем сиденье сидят довольные пингвины с морожеными шариками. Гаишник сразу их тормозить. «Мужики, я же просил их в зоопарк отвезти». «Не ссы, командир. В зоопарке были, в кино были, сейчас в цирк едем». Купила бабка в магазине галоши, а коробку ей не дали, нести не в чем. Заходит она в аптеку и говорит провизору: «Доченька, дай мне, пожалуйста, какую-нибудь коробочку». Та без всякой задней мысли дает ей коробку, а на ней написано «100 презервативов». Едет бабка в автобусе с коробкой под мышкой. Просто ошалевший пассажир спрашивает: «А надолго ли вам, бабушка, этой коробочки хватает?» «Ой, милок, да как наш дед шоркает, хоть бы на неделю хватило». Молодой черт на стажировке стоит у сковороды и видит, как опытный переворачивает лопатой вопящего грешника на живот и что-то запихивает тому в зад. Что такое? Новая пытка? Мы еще не проходили. Нет, тут грешник особенный, киллер, всей душой наш, но при жизни с полученных денег бывало свечку-другую в храме ставил. Надо ж как-то зачесть. Вот поменяли ему их 1 к 1 на анальгиновые. Так у нас же тут ад, обезболивающие не работают. Толку ему от этих свечек. Думаешь, его жертвам был толк от тех? Пацан на первом свидании. Короче, пошли в сауну. Сразу убьем 2 зайцев. И отдохнем, и любовью займемся. На лице девушки отразилось полное негодование. Заняться любовью я не против, а зайцев убивать не буду. Разбился самолет. Выжили американец, немец и русский. Поймал их вождь аборигенов и приказал: «Кто покажет мне кайф, того отпущу с миром. Кто не покажет, тех съедим». Американец достал с борта самолета виски, кубинские сигары, позвал баб. Вождь говорит: «Ну и в чем здесь кайф? Я это каждый день делаю». Съели американца. Немец достал с борта самолета ноутбук, показал вождю игры, суперскоростной интернет, прочие прибамбасы. Вождь говорит:
говорит: «Ну и в чем здесь кайф? У нас шаманы и то быстрее, а игры каждый день. Съели немца». Русский достал с борта самолета ящик пива. Вождь выпил, спрашивает: «Ну и в чем здесь кайф?» «Подожди, это не все». Достал еще 2 ящика пива. Вождь выпил. «Ну и в чем здесь кайф?» «Да погоди ты, будет тебе кайф». Русский принес еще 2 ящика водки. Вождь выпил, говорит: «Да в чем же здесь кайф?» «Ну погоди ты, выпей еще эту маленькую бутылку минералки». В вождя уже не влезает, но он какими-то усилиями выпивает. Встает, идет в кусты, сыт и говорит: «Ух, кайф!» Шерлок Холмс и доктор Ватсон отправились путешествовать пешком. В лесу их застает ночь. Поставив палатку, путники легли спать. Ночью оба просыпаются. Холмс спрашивает Ватсона: «О чем вам говорят звезды над нами?» «Они мне говорят о том, что завтра будет прекрасная погода. А вам?» «А мне они говорят, что у нас сперли палатку». Женщина дома делает уборку. Звонок в дверь. Открывает. На пороге стоит незнакомый мужчина и говорит: «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а вам нравится кекс?» Женщина в шоке от наглости визитера с треском захлопывает дверь. Вечером женщина все рассказывает мужу. Мол, так и так. Какой-то хам-маньяк и пристает. Муж в ярости. Договорились, что на следующий день он не пойдет на работу, а останется дома и будет поджидать. День 2. Звонок в дверь. Муж быстро прячется в углу за дверью, которая должна открыться. Жена открывает дверь. Как и ожидалось, на пороге все та же личность. «Простите, ради бога, еще хотел уточнить, а как вы относитесь к кексу спереди?» «Обожаю его», – смело выкрикивает женщина. «Правда? А как насчет сзади? Жить без него не могу». «А позу 69 любите?» «Люблю. Все люблю. Все». Удивительно. А спросите тогда своего мужа, если у него все под рукой, то зачем он тогда тарабанит мою жену, когда я на работе? Жена на 2 недели уехала. На хозяйстве остались отец с сыном. Приехала она спустя время и сразу начала придираться. «Любимая, ну мы ведь не какие-то ангелы, но твои задания выполняли. Как могли. И цветы поливали. Иногда. И посуды в раковине нет. Почти. И всякое другое тоже делали. Вроде». Жена все равно ходит и придирается. Ну, отец с сыном не спорят, понимают, что она права. Сразу начинают исправляться. Сын цветы поливает, отец посуду моет. А она никак успокоиться не может. В конце концов сын не выдержал, спрашивает: «Мама, а ты вообще к нам надолго?» После этих слов придирки немедленно закончились. Приходит мужичок устраиваться на мясокомбинат дегустатором, а ему отказывают да отказывают. Он их просит. Ну, те и говорят: «Ладно, возьмем тебя, если ты угадаешь нашу продукцию с завязанными глазами». Мужик соглашается. Завязывают ему глаза, приносят колбасу. Он ее понюхал, лизнул, подумал и говорит: «Свиная, сало 10%, свинины 20%, ну и так далее». Приносят ему другую. Он опять понюхал, лизнул, а потом говорит: «Сервелат, мясо 40%, картона 20%. Короче, он все угадал, и они решили мужика разыграть. Позвали Клавку-секретаршу. Говорят ей: «Снимай трусы, задирай юбку и садись на стол». Мужик тот подошел, лизнул у Клавки-то, посмаковал и говорит: «Полтавская». Ну, все давай ржать, по полу кататься. А мужик продолжает: «Полтавская, дом 17, квартира 20, зовут Клава». Волк каждый день приходил к лисе и любил ее. Устала рыжая терпеть такие издевательства, а защитить ее некому. И тогда решила она обратиться к царю зверей, льву. «Что хочешь, делай, Лёва, но таких издевательств я больше не выдержу. Либо ты остановишь волка, либо я того». Разгневанный лев вызывает волка и говорит: «Что ж ты, гад серый, творишь? До чего бедную лисоньку довел? Она уже на себя руки наложить хочет. Прекращай, а то дело со мной будешь иметь». «Что хочешь, делай со мной, Лёва», – отвечает волк, «но без рыжей мне жизни нет, не могу без нее. Люблю я ее больше жизни. Либо она, либо я уйду на тот свет». Задумался лев. И так плохо получается. Думал и придумал.
вызывает обоих в воскресенье и объявляет свой царский вердикт. Вот тебе, Серый, понедельники, это твой законный день, а в остальные дни недели, чтоб на пушечный выстрел к лисе не подходил, понял? Ну понял. Ну а ты, Рыжая, согласна? Согласна. Один день выдержать можно. На то мы порешили. Приходит волк в понедельник к лисе и говорит: ну, Рыжая, давай. Дала. Договор дороже денег. Приходит волк на следующий день. Ну, Рыжая, давай. Как давай? Мы же договорились по понедельникам. А я в счет понедельника следующей недели. Делать нечего. Дала. Приходит волк в среду. Ну, Рыжая, давай. Как давай? Мы же договорились по понедельникам, а сегодня среда. Ты там отметь где-нибудь. Я в счет понедельника через 2 недели. Так и повадился волк к лисе каждый день ходить в счет понедельников следующих недель. А она себе это где-то отмечает. Проходит некоторое время. Встречает лев лису и спрашивает: ну как, лисонька, полегче стало? Да какой там легче? Тарабанит, как и тарабанил, только бухгалтерии добавилось. Новогодний корпоратив. Молоденькая секретарша Светка напилась и легла прямо под столом. Вокруг нее собрались мужики и говорят: ну, кто первый будет ее? Я, орёт Петрович и начинает снимать штаны. Погоди, дядь Петь, а что мы ей на утро скажем? Скажете, что ей Дед Мороз подарочек оставил. Учеными доказано, что щелчок предохранителя заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу практически на 100% меняет взгляды человека на жизнь. Перед Новым годом в почтовое отделение приходит письмо без адреса Деду Морозу от маленького мальчика. Работники почты посовещались, так как отправлять некуда, решили письмо прочитать. «Здравствуй, Дедушка Мороз. Живу я плохо, папы с мамой у меня нету, сирота я. И живу с дедом Ваней, а у него пенсия маленькая, да и пьет он. На улице зима, а у меня пальтишко старенькое, ботиночки порвались, а варежки я потерял. Холодно мне, погулять выйти не в чем. Вот и решил я написать тебе письмо. Ты же приносишь всем подарки на Новый год. Не мог бы ты и мне прислать в подарок новые пальто, ботинки и варежки?» Прочитали работники почты письмо, прослезились и решили собрать денег и купить малышу в подарок на Новый год все, что он просит. Собрали денег, кто сколько дал. Купили пальто, ботинки, а на варежки денег не хватило. Завернули все это в посылку и отнесли малышу, якобы от Деда Мороза, с чувством глубокого удовлетворения. Через день на почту приходит письмо от малыша Деду Морозу. Работники открывают и читают: «Здравствуй, Дедушка Мороз, спасибо тебе огромное за подарки. Я так рад, и все новое, и теплое, и красивое. Пальтишко в самый раз, и ботиночки блестят. А варежки, наверное, скоты на почте себе забрали». Почему молдаване молока не пьют кипяченого? У коровы рога в розетку влезают. А как они мух и мышей ловят? Просто загоняют их под шкаф и обрезают у него ножки. А почему они картошку ночью садят, чтобы колорадские жуки не видели? Почему же они через неделю ее выкапывают? Потому что кушать хочется. А как они яичницу жарят? Разбивают яйцо о стенку и быстренько горячим утюгом разглаживают.